Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, закончился турнир. Сказать, что я там что-то интересное и новое увидел, если честно, нет. Стабильно инсеки в топ-1. Тут как бы без вопросов, без каких-либо проблем. Инсеки там разрывали почти чуть ли не все и вся. В редких исключениях, когда инсеков не было, были удивительные там каточки, довольно-таки интересные. Поэтому, если кто пропустил мое комментирование турнира, обязательно посмотрите реплеи. Поверьте, вам понравится. Моменты с инсеками можете, в принципе, скипать. Хотя там, по-моему, были несколько игр, где очень жестко наказали инсеков. Ну, короче, классные есть каточки, поэтому рекомендую посмотреть. Итак, старт у меня, я смотрю, рубрика все по 2, да. У меня есть несколько идей под текущую игру. Короче, тут есть жезл Кира. Мы можем попробовать поиграть через 6 богов. Керри Тинкер. Потом перестроиться, соответственно, в какую-то другую сборку. Ну, играть тоже имею в виду через 6 богов, но... Может быть, там через Абаддона, через Шамана Лавы тоже поиграть. Может, вообще через какую-то легендарку можно будет поиграть на 6 богах. Короче, посмотрим. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу моего комментирования турнира. И, кстати, по традиции, перед тем, как мы погружаемся в нашу скиллозависимую игру, клевер упал. Не забудь поставить свой лайк. А если ты не подписан, то обязательно подпишись. Потому что... У меня обалденнейший контент. К тому же Луна в 2 звезды. Класс. Ах, я тоже хочу Луну в 2 звезды. Надеюсь, она ко мне придет. На самом деле я хочу и Луну в 2 звезды, и Тинкера в 2 звезды. И Агра хочу в 2 звезды. Вообще я хочу халявные роллы со старта. И я, знаете, как поступлю? Если упадет мне жезл Кира, я соберу себе Клокверка, Агра, Тинкера и, наверное, ЦМ-ку в 3 звезды через роллы. Ну, попробую, по крайней мере. Ну, посмотрим. Так, ну я понял, по закону подлости болт мне на 28, а не ранний Тинкер, правильно? Ну да, конечно, конечно! Блин, кристалл маны есть. Может, кристалл маны взять? Не знаю, сейчас посмотрим. Я, кстати, поставлю 2 Тинкеров, я в них как-то побольше верю. Я думаю, все-таки взять кристалл маны плюс 50. Универсальный предмет. Хотя и жетон наступника тоже отличный предмет. Ну, кстати, реально можно попробовать на 6 богах будет катнуть, так как у меня есть 2 Тинкера. Выглядит соблазнительно. Ну да, можно попробовать на 6 богах, короче, катнуть. Ну, посмотрим, посмотрим. У меня есть еще одна сборка. Я хочу попробовать собрать Муэрту. Муэрту в 3 звезды, либо же через охотников. 6 штук, 4 морских и тому подобное. Но там я буду смотреть, соответственно, от ситуации, кого доставлять, кого не доставлять. В общем, я думаю, вы тут меня поняли. Хотя... Блин, ну 3 охотника вкусных, но я хочу в экономику выйти. Продать или не продать их? Вот в чем вопрос. Ладно, возьму клевер пока что. А что зависло? О, развисло. А что это было? Что это был за прикол? Прикиньте, у меня игра просто зафризила на моменте. Все, альта была, все работало, но игра что-то в моменте тупо зависла. Короче, охотников продал, вышел в экономику. Будем выходить в экономику, будем ждать реликвии на 10-м раунде. Если упадет мне, смотрите, жезл Кири, то мы, соответственно, приступаем к плану А. Это играем на 6 богах, через Кири Тинкера, может через кого-то другого, посмотрим. Но Кири Тинкера. Либо же мы делаем так, мы собираем Тинкера в 3 звезды, Клокверка в 3 звезды. А может вообще на Абаддоне будем играть с Шаманом Лавы? Через 6 богов, а может через нежить катнуть? Но нежить на самом деле это та сборка, на которой ты будешь, скорее всего, страдать. Потому что в 90% игр есть инсеки. Инсеки, шаманы тоже хорошо контрят эту нежить. Но я хочу именно попробовать реализовать Муэрту. И как по мне, вот серьезно, по моим наблюдениям, 6 охотников для Муэрты, они излишни. Потому что пассивка Муэрты очень криво работает. Вот не знаю, с чем это связано. Блин, короче, тут лич есть. И у меня дикий соблазн сыграть в действительности, попробовать на нежити. То есть мы берем сейчас 7-8 уровень. Я думаю, даже 8 уровень взять, потому что есть как бы лич. А если спектратом еще есть, это вообще будет же прям кайф. И на 8 уровне будем ролиться. Будем собирать такие фигуры. Муэрта,
Абаддон, Зомбарь, Тракса. Все. Другие фигуры нам не нужны. Но сейчас мы сначала посмотрим, что мне за реликвия упадет. Это важно, очень важно. Мне бы, конечно, хотелось усиление в виде Тинкера наконец-то увидеть. Можно? Понял, нельзя. Так высказал сразу. Ладно, клевер, значит, пойдет сейчас в пандочку. Может, мне сейчас, знаете, минер упадет. И я просто переобуюсь за 3 секунды, если мне минер упадет. Я и на самом деле не хочу спешить с усилением. Ой, с усилением. С продажей каких-либо фигур, либо же выставление синергии. Вообще с бафом людей я не хочу особо спешить. Я уже раньше говорил, и повторюсь об этом, если вам падает ранний баф людей, то по-любому берите, если ваша сборка не будет отталкиваться от ранних однозвездочных фигур. То есть это игра на убийцах, игра, допустим, через Тинкера того же самого. Ну, короче, вы меня поняли. Вот так. Давай, ракеты запускаем. Давай, ракетная установка, поехали. Ай-яй-яй, мой один Тинкер не успел закастить свои ракетки. Абаддончику 2 звезды, это хорошо. Блин, ну дикий соблазн сыграть все-таки на 6 богах через Абаддона, раз у меня так хорошо идет. Дикий соблазн. Но я, наверное, как обычно, буду играть на контент. Поэтому буду гнуть чисто свою линию. Без разницы, пойдет, не пойдет, вообще плевать. Когда тогда пойдет? Правильно? Так вот, я вернусь к теме по поводу Муэрты и 6 охотников. Смотрите, как по мне, 6 охотников в действительности излишне для Муэрты из-за того, что пассивка Муэрты, она как-то криво работает. Вот серьезно, я вот сколько раз пытался играть на 6 либо на 3 охотниках, и я минимально замечаю разницу между 3 и 6 охотниками конкретно на Муэрте. Не за всех охотников говорю, а вот говорю конкретно за одну Муэрту. У Муэрты, когда она в 3 звезды, у нее пассивка, шанс срабатывания 50% на секундочку. То есть, что дополнительная тычка полетит. Так вот, мне кажется, что все-таки это излишне. Именно излишне для Муэрты собирать 6 охотников. Но я пока не буду продавать баф людей. Ну, мог я продать только что, если что, Лину, выйти в деньги. Но нет. Я подожду, может баф людей сейчас соберу. Может реликвия не та, которая надо, мне упадет. Баф магов поставлю себе сверху еще. Вау. Без денег, но с более-менее хорошим столом, кстати. Баф людей, конечно, не получил. Но просто смотрите, тут есть аптечка священника. И если сейчас у меня будет баф людей, и аптечка священника упадет, то мы, соответственно, берем аптечку священника и тупо идем в уровень. А дальше уже будем смотреть, что будет приходить. Может, я вообще через Лича буду играть. На самом деле, я так давно не играл через Лича. Я так хочу вам показать полную реализацию этого Лича. Но не получается. Вот. Хоть ты тресни, не выходит. Не фартит. Абаддон, давай, не подведи. Огр, конечно, в пивасик закинул свой щиток. Ой, свой баф. Свой щиток. Короче, вы меня поняли. Огр любит подливу накинуть. Но Огру 2 звезды это, конечно, вкусно. Надеюсь, он ко мне в скором времени придет вместе с Тинкером. Падла. Давай, сейчас! Ну да. Грозный голос не помог. Блин, а прикиньте мне, если сейчас панда прикатит Лича. Я тут просто описываюсь от счастья. О, баф людей, но без денег. Вот на самом деле, вроде бы как бы круто то, что ты баф людей там находишь. Рано, да, и без денег сидишь. Но на самом деле не особо круто, потому что ты бы сейчас на текущем раунде имел бы уже 40 монет плюс. Да даже раньше ты имел 40 монет плюс, и тупо бы шел в уровень. Насколько это... Вот как вы думаете, насколько это оправдано? Вот поделитесь своим мнением в комментариях. Я считаю, это не особо оправдано. Лучше выйти в инкам уже. Только если вдруг вам пришел синенький герой, человек, допустим, на ранних раундах, вот, допустим, на втором, на третьем раунде, на третьем раунде вам пришла, допустим, там собака, легионка, то, соответственно, тогда, я думаю, в таком случае можно, кстати, Муэрта, вот, ну, блин, ну, мне не пришло ничего, тут Джезл Кира пришел, но я уже брать уровень начал, потому что я уже так наметил о том, что раз мне Абаддон так рано пришел, то я, наверное, все-таки возьму сейчас 8 уровень. Да, возьму сейчас 8 уровень. Ну, буду кайфовать, а что делать еще?
Буду собирать себе то, что я планировал изначально, играть через Муэрту. Так вот, только если на третьем раунде вам упала там легионка, собака, тогда можно попробовать паролиться, найти себе Лину, ЦМ-ку, и тогда вот с бафом людей чилить сидеть. То есть потратите 10 монет каких-то, а выхлопа получите, дай боже. Но это только если в таком случае. Я, кстати, наверное, хаотичный договор возьму. Или рандомить. О, да! Еще и думчик. Вау. Сюда эту прикормку. Мне это нравится. А кому бы еще это не нравилось? Еще и Дум ранее пришел. Дума мы берем, естественно. Дум это на самом деле такой лютый персонаж, которого, ну, я бы брал, наверное, в 90% случаев. Столы у моих противников тоже неплохие. Эльф собирается на первом месте. Короче, хаотичный договор взял, если что. Вместо панды поставлю Дума. Ладно. А какого черта у меня в Абадоне две палки первого тира? Я сейчас не понял. О. Посох первого тира. Берем 20% к магии. Хорошо. Не, Дум на самом деле это машина. Просто 1300 урона. Это при том, что он еще и заткнуть цель может. А там, дай бог, фартанет, так еще и две цели закроет. Вообще по кайфу будет. Так, что мы делаем? Это мы убираем, поставим. Кого мы поставим? Ну, давай Муэрту поставим. Кстати, классное усиление мне пришло в видеоигра и Тинкер. Спасибо. Спасибо, бог рандома. Сразу видно. Бог рандома не против меня сегодня. Я целый турнир комментировал, алло. Кучу игр инсектоидов увидел. Бог рандома. Давай-ка ты, ну, подкинешь мне немного подкрутки. У меня в глазах инсектоиды. Я спал, мне снились эти инсектоиды после турнира. Антимаг. У Фокса вот этот антимаг, он меня, конечно, напрягает. Фокс может меня своим антимагом съесть. Так, у него 5 винстрик. Заберу или не заберу его винстрик? Отдашь или не отдашь эту вкусняшку? Отдай мне эту прикормку. Дум полетел в гоблина-убийцу, хорошо. Ой, как щиток нормально взорвался так-то. Давай сюда. А, ну ладно, у тебя хаотичный договор. Ладно. Ну и не надо. Больно-то и хотелось. Короче. Я только что подумал о том, что можно было бы синергию заблокировать, но рыбалки здесь нет, и блокировать особо тоже пока что не вижу, что. Я думаю, все-таки взять 8 уровень. Думаю, нужно все-таки взять 8 уровень и на 8 ролиться. Дай бог Лич придет, дай бог. Но не придет, ну черт с ним. Самое главное, это то, чтобы мне Муэрта приходила. Муэрта мне необходимо довольно-таки рано в 3 звезды, и будет все хорошо. Сейчас, если на 15 раунде еще и молнии второго тира упадут. О, это вообще такой сок будет. Так, а Дум полетел в Мишку. Хорошо. Это хорошо, что Дум полетел в Мишку. Блин, на самом деле мне нравится, как Муэрту бафнули. Она хоть и не имбовая, но мне очень нравится, как ее бафнули. Хороший герой сейчас. Вот сейчас это балансный герой. Когда только этого героя выпустили... Что, так можно было? Вот это я, конечно, понимаю. Подгончик царский. Мне бы, конечно, еще и оленя сверху найти. Я бы поставил себе еще и 3 охотников сверху. Ну ладно. И так пойдет. Клевера, конечно, скипнул, но ладно. Я просто... Ну, блин, клевер классная вещь. Но, как по мне, под 3 охотника не очень вещь.
Хотя, блин, ну, немного процент повышаешься все-таки. На 7,5% повышаешь себе шанс срабатывания синергии. Ну, короче, такое. 50... Ладно, скипну, хрен с ним. В прошлое мы не смотрим, мы смотрим в будущее, правильно? Если на 20-м раунде мне упадет еще и реликвия Яид, так я могу спокойно себе найти и Муэрту, и если повезет, то и Абаддона. Но я на самом деле, знаете, что хочу? Я, наверное, хочу, чтобы мне сумка Пандамена упала. Я хочу максимально дешево апать свою сборку. Абаддона, Зомбаря и тому подобное. Потому что это дорогие фигуры, по факту, и Муэрта сама дорогая. Ну тоже, тут 50 на 50, потому что... Хорошо, это мне нравится. 50 на 50, потому что... Муэрта мне может тупо не идти. По закону подлости, Муэрта мне может вообще не идти. Какая там у Фокса расстановка? Так, у него антимаг с этой стороны, значит будет с этой. Значит надо расстановку вот так сделать. Чтобы у антимага были препятствия в виде агра. Какие на самом деле предметы я хочу под Муэрту? На самом деле думаю... Ну, блин, еще целых 4 раунда до 20-го. У меня будет переизбыток денег. Ладно, надо по-любому будет 8-й апать. Хочешь, не хочешь, по-любому надо будет 8-й апнуть. Я просто, знаете, что только что подумал? Что можно было бы подержать деньги. Выйти... Сколько там? Можно было бы выйти в 80 плюс монет. Там сумка упадет. И можно было бы кучу денег сролить. Но нет, ладно. Не буду так делать. Не буду. Слишком долго терпи. Хотя, может и подождать все-таки. Может сейчас тупо 8-й взять. Тупо взять 8-й уровень. И сидеть дальше деньги собирать. Проблема, когда у тебя 1000 мыслей в голове. Проблема. Я, короче, как-то так сейчас сделаю. А если... О! Вот так сделаю. Поставлю 6 нежити. Минус 40% хп сделаю. Блин, надо было только немного быстрее об этом думать. Я просто, знаете, еще сидел, считал, сколько вы там будет нежить, это по итогу. Надо было немного быстрее думать об этом. У Марси хороший драконий рог. Для меня это неприятный драконий рог, можно так сказать. Перевоплощайся. Хорошо. Стреляй, 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 стреляй. Блин. Ну хорошо, у меня хаотичный договор. И хорошо, что я по минимуму получил. Ну все, сейчас можно тупо копить деньги. Хотя... Не. Я хотел оленя найти, но оленя не нашел. Зато агра нашел и медузу. Так что пусть пойдет. Ролить или не ролить? Вот в чем вопрос. Ролить или не ролить все мои денежки, которые я копил? Точнее, хочу копить. Ролить или не ролить? Ну, сейчас я стол себе как бы усилил. Можно, в принципе, и не ролить. Два антимагу молодых, уже горячих, заряженных. Не, на самом деле Огр хорошо смотрится. Под мою-то сборку. Привет, Гвард. Привет, привет. Оп, инвестиция в лучшее будущее. Так, я попался против своего подписчика. А он играет на Марсе через волшебников и эльфов. Это плохо. Это плохо для меня. Медальончик возьмем. Магическое сопротивление все-таки дает, так что медальончик мы возьмем. Отлично, хорошая игра. Взаимно. Игра будет достойная, судя по всему. Эх, жалко, что он на метовой Марсе катает. Ну ладно. Будем бороться со злом. Уже играли с тобой один раз, но ролика так и не вышло. Ну, скорее всего, там что-то не пошло не так.
Либо же игра ужасная была, либо же я там вообще миллион ошибок допустил, и я не захотел этот позор выкладывать. Если какой-то ролик не выходит, либо же была сборка недавно на канале, я, соответственно, не захотел дублировать ролик, либо же ужасная игра была. Так что не обессудьте, ребята, если что, не обижайтесь, если вы попались со мной, и я там катку какую-то не выложил. Значит, я посчитал ее, что она плохая. Либо же я недавно ее на канал выкладывал. Ну, подобную сборку выкладывал, да? Сейчас посмотрим, что мне там за реликвию упадет. На самом деле я хочу сумку Пандамена. Но и от реликвии яиц тоже не откажусь. Я сейчас вот денежки, видите, подкопил немножечко. Специально для того, чтобы если сумка Пандамена упадет, либо реликвия яиц, то я спокойно юзаю ее и кайфую от жизни. Пам-пам-пам. 88 монет. Сумочку беру. Все. Я сумочку взял. Ну, я считаю, что... Ну, блин. На самом деле это ситуативно. Короче, я взял сумку. И двойные клыки классно. Там как раз инсект собирается. Но я возьму кристалл призрака, чтобы у меня было нормально по скорости атаки. Хотя на самом деле я рассчитывал на то, что мне магическая призма упадет. Я очень хотел, чтобы мне магическая призма упала. Но чего не упало, того не упало. Правильно? Так, Инча. Это Никс хорошо идет. Так, инвестиция в лучшее будущее. Медуза, это, конечно, круто, но нет. Банши. Банши мы возьмем. А вдруг здесь будет некор? Если будет некор, соответственно, у меня будет немножечко бафа чернокнижников. Мне там, знаете, кстати, писали в чате Телеграма о том, что маска 5 тира работает на форму Муэрте. Посмотрим. Если маска 5 тира упадет, то я ее возьму. И посмотрим, в действительности она работает на Муэрту. Но если она не работает на Муэрту, у меня будут большие вопросы к моим подписчикам. Что это за дезинформация? Но по логике вещей, маска 5 тира не должна работать на Муэрту. Пожалуйста, Муэрта, иди как надо. Но я тебя умоляю, 35% шанс выпадения. А неплохо мне Абаддон идет. Вообще неплохо. Мне Абаддон лучше идет, нежели Муэрт. Это вообще кринж. Так, подожди, где мои охотники? Сюда. Охотники нужны. И Агра, наверное, уберу. Лучше 2 Абаддонов поставлю. И магический посох отдам на 20% урона в Муэрту. Чтобы побольше урона у нее было. Вич-доктор 3-звездочный. На мгновение мне показалось, что он сейчас у меня заберет винстрик. Но это было, знаете, такое мимолетное давление в мою сторону. Да блин, почему мне шансом 28% Абаддон лучше идет, нежели Муэрта? Что за беспредел? Кому-то уже импресска пришла, а я до сих пор ищу Муэрту. Ну ладно. Я, наверное, все-таки быстрее найду себе Абаддона в 3 звезды, нежели Муэрту. Но это на самом деле так кринжово выглядит. Ну, это... Не, на самом деле это не кринжово. Это дефолт, так сказать. Дефолт, потому что, ну, закон подлости он такой. Йо! Дядя! Ого! Вопросов не имею. Хорош. Но будет против него тяжело играть. Да. Надо сейчас расстановку менять. Чтобы корабль не летел в Муэрту. Это было неприятно. Я еще ему и винстрик отдал. Это вообще вдвойне неприятно.
У него идеальные там предметы. У него и посох 3-го тира, и щит 5-го тира. Если бы у него еще был драконий рог, либо же агоним, то забей. Ну, я когда-то такую сборку записывал. И мою сборку против меня будут использовать. Ну ладно. Попробуем побороть эту сборку. Ой, Марси в 3 звезды уже. Йо. Вот это неприятно. Бадон, щит! Нет, Марси в 3 звезды я не затащу. Не. Ребята, хватит меня так бить. Где моя Муэрта в 3 звезды? Сейчас не понял. Абаддон в 3 звезды найден, а Муэрта не найдена. Хрень какая-то творится. Так, ну тут без разницы, какую расстановку я сейчас делаю. Я в любом случае заберу этих мобов. Но мне уже ситуация не нравится. Мне очень туго идет Муэрта. Никто Муэрту не собирает. Я один ее собираю. И почему-то я собрать ее не могу. Обидно так-то. Ну ладно. Чем сложнее игра, тем интереснее, правильно? Правильно. Сейчас мне посох 3-го тира упадет, и все свои слова заберу обратно. А там у кого-то противника упадет обезоружие. Это будет вообще лють. Посох 3-го тира. Посох 3-го тира. Пожалуйста, посох 3-го тира. Да етить колотить. Ну, драконий рог... Ну, блин, пойдет драконий рог, но нет. И ролить предметы пока не хочу. Не хочу, не буду пока ролить предметы. Не надо пока ролить предметы. Да, это неплохо, то, что у меня сейчас есть предметы под Абаддона. Там мана, возвратка. Это неплохо. Но это не то. Ну ладно. На самом деле, вот этот медальон 2-го тира хорошо работает на нежити. Смотрите, так вы 50% нанесенного урона возвращаете, а у вашего противника минус 40% от его максимального здоровья. И если там какой-то лютый шот, то это очень больно будет вашему противнику. Минус 40% от максимального количества хп. Это вообще дикость. Но на самом деле нежить легко контрится. Скорее всего, если в этой игре мне будет туго, и будут какие-то инсеки и тому подобное, то я перестроюсь в другую сборку. Это я поставлю, скорее всего, морских каких-то, поставлю себе охотников, может даже 9 штук охотников поставлю. Но буду в зависимости от ситуации отталкиваться. Потому что сейчас говорить об этом не надо. Ну, кстати, воинов вообще разбираю в легкую. Или не в легкую. Или не в легкую. Ладно, без Муэрты в 3 звезды в легкую не разбираю. До взрыва моей 5-й точки. 3, 2, 1. А какой олень мне идет? Дайте мне Муэрту мою. Да не бомбит у меня. Да не бомбит. Муэрту мне дайте. Жлобы. Кстати, у чувака на 6 богах забрали винстрик. А Марси уже там имеет винстрик на 1-м месте. Хороший предмет. У него еще и омник на 8-м уровне упал. Что может быть лучше, да? Только Кунка в 3 звезды и омник 2 звезды может быть лучше. Тут демоны собираются. Кстати, тоже демоны неприятно. Кстати, кто вдруг не знает, то Муэрта, когда находится в своей форме, все физические атаки на нее не работают. Работают только магические и чистый урон. Так, минус демон. Хорошо. Я пока предметы не хочу ролить. Подожду немножко. Осталось до 30-го раунда недолго. Яйцо, хорошо. Омник, кстати.
Насколько нужен мне омник? На самом деле, не так уж и сильно мне нужен этот омник. Тут уже 2 кунки в 2 звезды. Все это на 8 уровне, прикиньте. Не, чуваку там на 6 багах жестко везет. Хорошо ему кунка идет. Может трольнуть предметы. Или потерпеть до 30-го раунда. Вот в чем вопрос. Пум-пум-пум. Эх, нужна помощь другу. Звонок другу. Опа. 10 уровень. Ну, я его как-то в легкую взорвал, даже не почувствовал, если честно. Серьезно, его как-то вообще в легкую взорвал. Ладно. Может, игра думает, то, что мне нужен олень, а не Муэрта. Серьезно. Сейчас самое главное, это сделать хорошую расстановку против этого кунки. Ну, тоже. Я возьму блинк. Может, блинк поможет мне против корабля кунки. Может, буду упрыгивать. Хотя бы. Хотя вряд ли. Ну, посмотрим, может, зарешает блинк. Не, блинк это ситуативная тема. Ну, пока возьму. Может, поможет против корабля кунки. Так, минус Фокс на каком-то интересном необычном билде в скобках. Ничего себе, мне Муэрта пришла одна. Ладно, вот так сделаем сейчас. Пам-парам, пам-парам. Я очень надеюсь, что вот этот вот чел, который играет через кунку, не соберет себе его в 3 звезды. На самом деле, ему очень быстро упали 2 кунки в 2 звезды. Это проблема. Но пока не проблема, но потом будет проблемой. Надеюсь, он его не соберет. И посох не настакает, потому что будет больно. Против него надо будет 4 морских, БКБ, вот что-то такое. Кстати, реликвия яиц. И Муэр... Ничего себе, у меня Муэрта соберется на 30-м плюс раунде в 3 звезды, серьезно? Охренеть. А за что такая благодать? Ладно, медальон скипну. Текс, маска. А возьмем маску. Я вот хочу проверить эту маску. Может, в действительности она хилит в форме? Вот как раз сейчас будем обращать на это внимание. Я сейчас как раз реликвию яиц заюзаю. Может, Забаря еще сверху соберу в 3 звезды. По крайней мере, надеюсь. Так. О, дизраптор еще сверху, кстати, можно... я, наверное, не буду его собирать. 2 яйца сюда. Угу. Ну, ладно. Спасибо хотя бы за это. Хотя ладно. Мне кажется, палка намного эффективнее будет. Так, чел на кунке. Сюда иди. Не нравится мне его омник, конечно. Ё-моё! Наплыв кораблей! Ой, хорошо увернулся от корабля в последний момент. Да, дефолтная Марси. Ну хотя бы минус кунка, это радует. Дай мне одно яйцо, пожалуйста, либо траксу. О, спасибо.
На самом деле, хотелось бы мне зомбаря сделать, но я лучше сделаю Траксу. Так как у меня синергия охотников есть. И сейчас либо... Я не знаю, как лучше поступить. Либо пойти в экономику, либо же все-таки зомбаря попробовать наролить в 3 звезды. Мне вообще посох 3-го тира еще нужен. Без посоха 3-го тира будет грустно. С посохом 3-го тира у меня урона будет 1 000 000. Там, если что, когда Муэрта перевоплощается в свою форму, весь ее урон с руки он становится магическим. И все это перебафывается на посох 3-го тира. Это вообще лють. Свен! Хорошо. Так, все, минус демон, отлично. Отлично. Еще и зомбаря нашел. Дай мне одно яйцо, пожалуйста, я себе сделаю зомбаря в 3 звезды и просто пойду дальше в уровень. У него реликвия яиц. Охренеть! Там кунка в 3 звезды. Мне надо БКБ искать против него. Хм. Будет тяжелая игра. Не дай бог он еще и Омника найдет 2 звезды. Тогда будет ультра тяжело против него играть. Прикиньте. О, я его там выиграл. Хорошо. Не знаю, каким образом, но каким-то образом я его там выиграл. Но, прикиньте, какая немного несправедливость. Один раунд чел до меня не дотерпел, чтобы я забрал у него винстрик. Один единственный раунд. Ладно. Может, и мне стоило дизраптора все-таки оставить. Хотя дизраптор это... Извиняюсь. Что-то подавился в моменте. Дизраптор на самом деле это ситуативная хрень. Из-за которой можно и игру слить иногда. Потому что дизраптор, он кидает свою тучку там, где больше всего героев. И если ты это прекрасно понимаешь, то контрить этого дизраптора как 2 пальца об асфальт. А как я тебя вынес-то? Почему сейчас корабль в меня полетел? Почему сейчас корабль в меня летит? Вот же 4 человека сидит в середине. Какого хрена ты меня бьешь? Чертолет ты хренов. Ой, как хорошо в последний момент. Ну добивай, добивай, добивай. Давай. Хорошо. Там ультра много урона летит от этого корабля. Чисто 29 тысяч. Я просто не понял в моменте, как он в меня 2 корабля запихнул. Чисто одна муэрта в левом верхнем углу находится. Толпа народа в правом нижнем углу находится. Зачем он в меня кидает их? Видимо, я слишком опасен для него, поэтому он приоритетно берет в меня корабль кидает. Хотя это странно. По идее, механика у корабля Кунки должна быть точно такая же, как и у Сайленса Дизраптора. Может, я ошибаюсь, конечно. Короче, у кого есть какие-либо догадки, напишите в комментах, что вы думаете на этот счет. Ну, это как-то странно выглядит. Ладно. Сейчас в любом случае, я думаю, подкопить денег. И выйти все-таки в 9-й. Посох 3-го тира? Ага, конечно. 2 посоха 3-го тира. О, арчит сюда. Арчит это тема, но там Кунка находится рядом с Омником. Хочу молнии попробовать 5-го тира рольнуть. Йо, безруш. Рефрешер. Да. А это проблема уже.
Не знаю, я, наверное, сейчас все предметы закину в Траксу, потому что Траксаж со своей пассивки получит много урона, и на нее должен дизарм лететь. А Безруш полетит в Траксу? По идее. Блин, не нравится то, что у него там Омник стоит. Он своим Омником может скидывать дебаф Арчида. Не знаю, мне надо зомбаря еще найти сверху. Ну, знаете, зато игра нелегкая. Интересно. Можно подумать, обдумать, как можно свои действия дальше предпринять. Так, Унка у нее на этой стороне. Омник закинул свой... Да, Омник скинул Арчит. Это трендец. Печально. Урона не хватает дико. На Марсе там почти упакованы. Но больше всего меня смущает Кунка. Капитан Куунка. Да, фартануло ему хорошо, конечно, на Кунку. Спора нет. Возможно, мне придется перестроиться все-таки в 4 морских, чтобы 60% урона и выйдеть с его корабля. Может найти попробовать молнию все-таки 5-го тира. Дизраптор, кстати, там Сайленс сразу накидывает в мою толпу. Тут Марс из БКБ. Неприятно, конечно. С молниями, с БКБ, с маской. О, а маска, походу, не хилит. Или хилит. Блин, сейчас надо обратить внимание, хилит ли маска 5-го тира. Я имею в виду... Сейчас надо обратить внимание, хилит ли маска 5-го тира в своей форме. Я забыл за эту тему вообще. Я маску взял, но забыл посмотреть, хилит или не хилит. Ребят, тоже обратите сейчас свое внимание, хилит ли маска 5-го тира в своей форме или нет. Если маска 5-го тира хилит в своей форме, это будет хорошо. На самом деле это будет ультра имбово. Пум-пум-пум. Плохо то, что у Кунки еще щит 5-го тира имеется. Для меня это самая большая проблема. Марси-то упакованная почти полностью. Да какой почти? В БКБ есть, все есть, в принципе, полностью упаковано. Проблемная Марси. Ну и Кунка проблемная. Так вот, просто почему я говорю, что есть вероятность проблемы большой из-за щита 5-го тира. Ну, тут без щита 5-го тира тут, в принципе, тоже проблема. Ну, ладно, к щиту 5-го тира вернусь. Он может мой арчит вернуть. Короче, надо морских делать. Морских, омника находить сверху, чтобы дебафа себя скидывать. И просто, чтобы накинуть на себя щит, чтобы пожить. Под 4 морскими, в принципе, должен хорошо себя чувствовать. Сейчас подожду этот раунд, посмотрю, что мне упадет, и рольну предметы. Не знаю, мы, может, расстановку сейчас поменяем. Может, хоть что-то поможет с этим. Против этого Кунки. Тяжело против него. Сейчас какую-то такую расстановку сделаю. У него еще и шарбезно сверху. Слышите, тебе там немало дефа против меня? Да, в своей форме, конечно, я вообще почти не дамажу по нему. Ну, под щитом Кунки точно. Кстати, на эльфах поставил себе 2 Рики против Кунки корабля. Но я думаю, это не помогает. Там Сайленс Дизраптора может зарешать. Да, не помогает это, к сожалению. Там корабль неубиваемый. Не бей! Не бей! Маска хилит, кстати. Или это молнии хилит? Не, молнии не должны хилить маски. Только урон с руки должен хилить маску.
Сейчас, короче, 9 нежити поставим, посмотрим. Может, с 9 нежити будет получше. Блин, сейчас выкину. Клевер его заберу. Но хилит, по-моему, маска, хилит. В форме, без формы хилит. Да, был бы у него хекс, там забей тупо. Тупо забей. Может, дизраптора попробовать собрать себе в 2 звезды. Если дизраптор будет в 2 звезды, я закину у него драконий рог, он сразу будет драконий рог накидывать на кунку, закроет ему пасть, и он ничего не сможет сделать. Но идея гениальная. Осталось только собрать дизраптора. Боже, какое дерьмо мне падает из предметов. Это не передать словами. Ну, хотя бы мастерская бума мне упала, спасибо на этом. Хоть где-то бог рандома мне подкрутил. Ладно, это мы берем. Блинк, 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 блинк. Блинк я... Блинк и медальон я оставлю. Пусть будет. Молния 5-го тира. Беру. Это сюда. Клевер в траксу. Это сюда. Поехали. В идеале мне взять 10-й надо. Спасибо за зомбаря. Спасибо большое. Не прошло и 1000 лет, у меня зомбарь пришел. И на самом деле, у меня так туго шли герои. Я еле Муэрту нашел. На 30-м плюс раунде нашел Муэрту. Кстати, Марси с перчаткой. Ай-яй-яй. Тела на Марсе просто испепелил. Ошибка, ошибка. У него, короче, он сделал лютейшую ошибку. Самую жесткую ошибку. Блин, доживем до 45-го раунда. Если у него пойдет посох 3-го тира, то забейте. Это будет конечная. Это будет разрыв. Короче, в чем прикол Марси? Чел на Марсе закинул в себя перчатку 5-го тира. И у него была маска 5-го тира. Они с друг другом не работают. И он себе сломал эту маску, короче. Кстати, а если я попробую сейчас вингой свапнуть Омника? Ну, кстати, можно попробовать Омника свапнуть, а ну-ка. Нет, так хрень, вот так. Пожалуйста, свапни, 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 молю. Души, души его, давай, души. Боже, какая это была мощная игра. Винга умничка. Винга божественно. Да, это, конечно, просто нечто была, не игра. Пришлось мне попотеть. Вот так вот мои подписчики заставляют меня потеть. Играют, во-первых, на имбе. Я тебе, если что, осуждаю немножко играть на имбе. Но кто я такой? Я не судья, чтобы, но я просто тебя осуждаю. Ну, короче, что я только что сделал в конце? Чел на кунке стоял рядом с Омником. Я вингу поставил таким образом, чтобы он свапнул Омника. Можно было, конечно, попробовать поставить вингу на первую линию. Но я не поверил в то, что винга успеет свапнуть Омника. И не факт, чтобы это произошло, потому что, скорее всего, Омник бы сдвинулся с места. Короче, я считаю, что я сейчас правильно поступил, но вдруг чего, если бы так не произошло, то я бы попробовал бы вингу на первую линию поставить, на вторую клетку, чтобы вот 100% гарантированно свапнуть Омника. То есть, как это работает? Винга свапает зеркально, но если зеркально нету, соответственно, фигуры какой-то, то она свапает вниз немного. Короче, свапать зеркально, все запомните, свапать зеркально именно точки. Но если той точки нет, она в той области пытается найти ту точку, которая вот по линии идет, грубо говоря. Короче, вот такая вот механика у винги. И это просто спасло мне сейчас игру. Если бы не эта винга,
Я бы отлетел, скорее всего. Не, я бы попробовал, конечно, на первую линию поставить бы вингу, там, где она гарантированно должна была свапнуть зеркально. Но это если вдруг винга бы не попробовала, ну, не смогла бы свапнуть омника. То есть это на первую линию я бы ставил, на вторую клетку слева. И тогда бы она свапнула героя, который находится на второй клетке справа. То есть зеркально. И там бы гарантированно Омника бы свапнул. Если бы, конечно, Омник успел закастить свою ульту раньше, чем Винга бы закастила свой свап, то там забей. Там бы, я не знаю, что бы мне пришлось с ним делать, но это просто нечто. Это один раунд, одна Винга. Зарешала все, что могла. Красота. Жалко, мне в такой винге не было еще и посоха третьего тира. Боже, как бы это было много урона. Я, кстати, до сих пор таки не понял, маска пятого тира все-таки работает на ее форму? Ну, вроде бы работает. Если что, то напишите в комментариях, работает или не работает. Я что-то как-то в моменте, когда взял эту маску, и забыл на это смотреть вообще. А когда вспоминал, там оно и заметно особо не было. Вот. Добавить больше и нечего по поводу игры. Вот такая интересная игра получилась. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк обязательно. Если ты не подписан, то обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!